Так, всем привет. Пока я жду конденсаторы, целый набор там специфический, как обычно, для мониторов. Для того, чтобы сделать рекапинг монитора RGB 12-дюймового от Macintosh, предлагаю заняться Макинтошами вторыми. Тем более 3 штуки надо делать, чтобы время не тянуть. Стол расчистил, монитор убрал, все запчасти от него на другой стол перенес. Так что сейчас займемся. И заодно покажу, почему я говорю, что насколько все продумано в Apple. Ну, я постоянно об этом говорю, действительно. По сравнению вот с нашими, допустим, с теми же Агатами. Да, окей, там Macintosh 2 это была профессиональная фактически машина, которая была в лабораториях, в институтах, не для школ. Агат как для школы позиционировался. Но если взять тот же... Да вот, что далеко ходить. Если взять тот же Macintosh 2C, который для, в принципе, все вот так же, пожалуйста, 5-дюймовый фулопик, и клавиатура, и блок питания, все здесь. Понимаете, да? И возьмите это. А он был раньше выпущен, чем Агат. Вот эта вещь. Вот о чем речь. До него еще доберемся, тоже надо заниматься. Я им еще даже не пробовал, не включал, ничего. Так, все, переключаю на другую камеру и начинаем раскидывать. Итак, перед нами 3 машины Macintosh 2. Чем машинка примечательна? Выпуск начался производство в 87 году, закончился в 90 году, прям в январе. Это первый цветной Mac, Macintosh именно, да еще со слотами расширения. Машинка дорогая, на момент продаж там 2 с чем-то тысячи долларов она стоила. В эквиваленте сейчас, это минимальная конфигурация, в эквиваленте сейчас это 5 с чем-то тысяч долларов. Процессор был 68020, 32-битный, плюс сопроцессор. Так, ну здесь, конечно, машина вот в таком вот состоянии, для наглядности, да. То есть понимаете, да, с чем придется работать. Но начать я даже хочу не с этой машины, а есть более-менее сохранившиеся. Вот эта вот машинка с музея, надо ее восстановить, отправить Андрею. Так, 2 машинки с музея. Так, ее пока я в сторонку. Так, вот это тоже с музея, тоже пока в сторонку уберем. А вот эту я приобрел на Авито. И она в более-менее комплектном состоянии. Что я имею в виду? Во-первых, что я хочу сказать, да, 87 год. Но вот насколько все продумано. То есть открывается, опять же, все на защелочках. Кнопочки нажали. Вот здесь такие маленькие защелки, все открылось. Экран. Никаких тебе этих болтов, которые даже вынуть плату расширения, да, тут опять же просто защелки, тут никаких болтов, винтов, ничего, как у писяков там или у тех же там наших агатов там и так далее. Так, что у нас здесь на борту? Машинка не включается, ну тут понятно, она не может включиться, потому что у них для запуска, там такая хитрая схема запуска, она же и участвует в процессе сброса машины, запитываются от 2 батареек на 3-вольтовых, 3,6, по-моему, вольта. То есть надо, чтобы было порядка 7 вольт, присутствовало питание на клавиатуре, и тогда она с клавиатуры запускается. Софт запуск, так называемый. Но есть еще кнопка запуска, вот, принудительная, но без батареек она тоже работать не будет. Сзади у нас здесь стандартный набор портов, то есть 2 EDB, Apple Desktop Bus для подключения клавиатуры, мышки там и так далее. И модемный порт, и порт принтера, SCSI порт, ну, выход звука. Слоты расширения, опять же, имеются. Ну, тут, конечно, не PCI, здесь своя шина прямого доступа, так называемый процессор PDS. Так, жесткий диск огромный. Вот такие только у меня есть, но от SE машин там вот лежат. В ДВК там подобное что-то стоит. Очень большой, на 40 мегабайт. Ну, это круто, на 40 мегабайт для 87 года. Да, кстати, производство, да. Прям вот вы что видите, отметка. 26 августа 1987 год. То есть это 87 год. Прям вот одна из первых машинок. Так. С чего начнем, да? Ну, давайте заглянем под капот. Для того, чтобы туда заглянуть, нам нужна все-таки будет одна отвертка. Ну, правда, одна.
Крестовая. Так, отцепляю я шлейф от жесткого диска. Питание уже отключено, флопик отключен. Нам надо просто поднять вот это шасси. Для этого нужно открутить 4 самореза. Так, один. Даже не саморез, это М4. Так, с дюймовой, наверное, резьбой, не метрической. Так. Так. После этого можем приподнять весь блок, снять вместе с дисководом, с приводом. И это убрать в сторонку. Ложить. Так. Да, сопроцессор. Что помимо процессора, сопроцессор. И проблема здесь, на этих платах, почему она не стартует, основная, это вот эти две батареи. Вот эти две батареи, 3-вольтовые, даже не 3,6, 3-вольтовые, 6 вольт должно присутствовать на шине, подпитывать, точнее, клавиатуру, для того, чтобы можно было запустить машину. Память под завязку забита, шла изначально с 4 мегабайтами, но здесь уже расширена, так раз, два, три, 4, тут 8 мегабайт сейчас установлено. Скорее всего, по мегабайту симки. Похоже, что это по мегабайту, потом посмотрим. Повнимательнее снимем. Дальше, что здесь в этой машине? Просто я хочу ее сейчас попробовать запустить, посмотреть вообще, включится она, не включится. Батарею мы сейчас подкинем сюда. Далее, смотрите, какая-то интересная плата установлена с памятью, сдвоенной причем, то есть какой-то прям целый комбайн. Вот это вот видео, стандартная видеокарта, а эта карта, она какая-то интересная. Я такой порт первый раз вижу, широченный. Какая-то специализированная машина. Интересно, что это за порт и что это за карты. Но это мы сейчас, конечно, узнаем. Так, попробуем вынуть. Интересный, да, какой-то комбайн. Какая-то машинка явно непростая была. В каком-то учреждении, скорее всего, использовалась. Возможно, какая-то издательская, может быть, организация. Так, сейчас мы их вынем. Сразу две, не знаю, получится, нет. Наверное, лучше все-таки разъединить шлейфики. Потом уже вынимать. Угу. Так, главное не перепутать, как что было. Так, окей. Вот так легко вынимается. Так, что это такое, интересно? АСТ. Доп. Память. Похоже как бы на видео какое-то, на карту видеозахват или еще что-то подобное. Но пока не пойму. 1970... это серийник, господи. Производство... Так, какой год-то? 87-й. 87-й тоже стоит. Интересно. Так, ну-ка. Ничего себе, какая-то. Еще какой-то для процессора или еще для чего-нибудь. Mac 286. Слушайте. Это, по-моему, адаптер, эмулятор IBM PC, что ли? 286. Mac 286. Ничего себе. Я смотрю, здесь и память. Офигеть. Круто. Intel. Так, это что, процессор, что ли? ПЗУхи. Слушайте, ну похоже, что это какой-то эмулятор. Эмулятор PC, что ли? Ничего себе. Вот это круто. Если это так. 87-й год. Mac 286. Ну, похоже, что 286-й эмулятор. Машина, что совместимость была? Обалдеть. Это шикарно. Это редкая вещь. Я думаю, что это редко. Удачно получилось. Так, хорошо, потом разберемся. Это видеокарта, да, стандартная видюха, которая во всех... Без нее, естественно, никакого вывода не будет изображения.
Не вижу никаких потеков, ничего конденсаторов. Это очень хорошо. Сейчас у меня план такой. Выкусываю батарейки, подключаю сюда сейчас 6 вольт, 2 по 3 параллельно, просто подпаиваем и пробуем запустить. Слушайте, да, я погуглил, это действительно плата эмуляции 286 машины. 286. Здесь радиатор, это процессор 286, поэтому и непонятно было сразу, что это. Это вот он, сам процессор. Так, ну что же, вот, значит, в общем, эмулирует 286, эмулирует, то есть можно флопик подцепить к этому разъему внешний, 2,5 дюйма, точнее 5-дюймовый. Дело в том, что когда Стив Джобс ушел, точнее его вынудили уйти, он же всегда топил за закрытость полностью аппаратного обеспечения, чтобы не было никаких карт расширения и так далее. Но после его ухода все начали инженеры немножко ломать эту концепцию. Вышел Macintosh SE со слотом расширения и Macintosh 2, как раз вот 87 год, тоже со слотами расширения. Это уже позиционировалось как профессионально, то есть раз, два, три, четыре, пять, 6 слотов расширения. Но один занимался всегда под видеокарту, и оставалось у нас 5 слотов для добавления дополнительных карт. Конечно, такие машины, я даже ошибся, она стоила не 2000, а почти 4000 минимальная конфигурация. То есть это несколько раз, если сейчас пересчитать на наши деньги, будет дороже она. Конечно, такие вещи покупали только для каких-то научных, исследовательских работ или лаборатории различные и так далее приобретали. Ну, или какой-то богатый начальник мог себе, конечно, позволить за почти 10 тысяч долларов взять машину. Так, может, с периферии, если все добавить, то она где-то и получалась 1010, под 10 тысяч стоимостью. Вот. Ну, это прекрасно, это очень интересно. Будем пробовать запускать MS-DOS. То есть, представляете, да, в 1987 году Apple эмулировал 286 для того, чтобы запускать приложение под DOS. Ну, круто. Да, очень повезло, что эти вот батарейки хорошие, вард, они редко когда текут. То есть, я не... Вот это вот вторая машина, которой я занимаюсь, Macintosh 2, ну, помимо еще двух, то есть, в общем, 4 машины будет на моем счету, полностью обслуженных, отремонтированных. И я не видел ни на одной из этих машин, чтобы такие батарейки текли и разрушали плату. Это здорово, это хорошо. Повезло. Итак, для того, чтобы попробовать запустить машину, я взял просто 2 контейнера для батареек 3-вольтовых, склеил их между собой, объединил и подал уже 6 вольт на плату. Схему запитки, цепей для запуска машины. Ставлю видеокарту. Монитор даже пока ставить не буду. Просто сейчас посмотрим, стартанет ли машина в принципе. Так, этот комбайн пока в сторону. Жесткий с флопиком тоже пока не цепляю. Так, подключили. По идее, с кнопки должна запуститься. Да, так и есть. Запуск произошел. Но, конечно, мы не понимаем, что и как. Так, в общем, машина включается, но не грузится. Загрузка не идет, видео не идет. Но я уже проверил, монитор подцепил, просто он не в кадре. Если посмотреть, чуть выше, вот там стоит родной монитор, Apple-ский. ISO нету. Проблема может быть как в видеокарте, так и в самой системной плате. Но я думаю, что, скорее всего, с системной платой проблема, потому что машина не издает звука загрузочного гонга, удачной загрузки, и не реагирует на кнопку выключения. То есть включается нормально с клавиатуры, выключения не происходит. Что я сейчас хочу сделать? Винт, так как это все-таки уникальная вещь, ну, я считаю, что это довольно-таки редкая вещь, и я надеюсь, что весь софт уже предустановлен и находится на винте для работы с эмуляцией 286, эмуляцией DOS и 286 машины. Она прям будет загружаться прям с начальной стартовой страничкой, где отчитывается, где проходят тесты, BIOS, посткоды и отчитывается АЗУ, тест проходит. Ну, прикольно. Так вот, я первым делом, не знаю, живой ли винт нет, надо с него снять дамп для BlueSCSI. Пока он совсем не умер, если он еще вообще живой. Так что я сейчас его откручиваю, снимаю и буду снимать с него дамп. Заодно еще раз покажу, как это происходит.
Итак, смотрите, какая это огромная штука. Ну, размерчик у нее, как, допустим, если взять такой же размер, примерно, как у ST-251. Тоже здоровенные. Тоже, кстати, это Quantum, это Seagate. Таиланд. Сколько здесь объем? Это от ЕС. Тут надо считать цилиндры, рожки, сектора. Примерно, да, такой же размерчик. Один в один. Нехилый, только это скозёвый. Так, ну что ж. Я сейчас хочу себе снять еще вот эту вот накладку. Верхнюю. Ага. Вот такой вот огроменный диск. 87 год. Прям вот все, видимо, выпущено было. И, ну, машина самопроизведена, да, была в августе. Так, окей. Значит, я хочу с нее снять дамп. Дамп, чтобы оно жило дальше. Все, что на ней есть. Надеюсь, что там даже русский софт. Если это была машина, конечно, в России. Потому что непонятно ее происхождение. Я ее взял на Авито. Кстати, видите, да, тут Блюзкази у меня валяется тоже. Вот буквально сегодня, вчера только выходные, в воскресенье спаял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. 8 Блюзкази различных модификаций. Так, окей. Погнали. Это Zulu Скази, но тоже классная вещь. Она мне почему-то больше, кстати, нравится. Так, здесь инициатора нет. Не включено, этот в инициаторе уже стоит. По-моему, вот это последний я использовал. Сейчас посмотрим. Включим инициатор. Режим. Так. Подключаем диск. Подключаем блок питания. Сейчас я консольку подключу, чтобы мы прям все увидели в режиме реального времени. Все, что будет происходить. Ага, начал сканировать шину. Но так как у нас питание не поступает, он просто нули выдает, то есть, ну, как бы девайсов нет. Так, сейчас терминал, сейчас я расшарю окошко. Так, ну-ка, посмотрим MCI-карта, что нам скажет. Написано, смотрите, да, класс 10. Не дешевый, кстати, сейчас вообще все память дорогая, даже флешки. На Алишке брал максимально, чтобы недорого было, все равно. Что-то они по 400 рублей, что ли, выходят. 4 гигабайтные. Ну-ка, смотрите, видите, что пишет? Что карта 4 класса. Обман, а не 10-го. Если сейчас включить дебаг, то по идее пойдет дебажная информация. Это надо перезагружать. Так, вот он пытается, видите, сканировать, и у нас пока не включено. Не включен диск, соответственно, не идет, не видит на шине он терминирующее устройство. Точнее, ведомое устройство. Он ведущий. Так, пробуем включать. Сейчас. Поехало. Раскручивается. Поперла. Все, пошла. Запись 9, 10%, 11, 12, 13, видите, да? Это просто еще отладочная информация, включил дебаг, поэтому ее много. Для наглядности. Но отключите, и будет только процентики идти, и ошибки возможны. Сейчас сразу посмотрим его содержимое, покажу. Все. Готово. Вырубаем. Так, ну давайте посмотрим, что у нас там. Вруны, микродата врут. Не 10 класс. Так, что мы здесь видим? Это вот уже флешка. Вот он создал лог, и прям имидж нулевой создал, имидж HDA. Ну что ж, давайте попробуем, посмотрим, что на нем. Сейчас быстро прям в эмулятор его закинем. Так, ну, допустим, пусть будет у нас он. Бля, непривычно. С Windows на Mac переходить постоянно. Так, пусть он будет у нас 5. И вот сюда мы его закидываем. И стартуем. Есть. Так. Ну, похоже, что это вот он. Да, ребята, это этот диск, смотрите, здесь прям я вижу. MS-DOS. Похоже, что 7, раз он 7 именуется. Видите, MS-DOS, Maestro, фрейм маркер какой-то.
Виктор. Какой-то Виктор. Желтиков. Вот так, ну прикольно. Так, а чем же Виктор занимался? Спецификации, мемос, приматология. Интересно. Что-то прям интересная какая-то информация. Ребята занимались разработкой последней даты, какие я вижу, 99-й, 99-й, 95-й, 99-й год. Что-то в январе, 28 января 99-го года. Какой-то последний документ. ЗЗ Бодрова. Класс. Все, вот видите, у нас сохранен диск полностью в образе, с которым можно делать что угодно, а Windows просто отключить, чтобы он был и все в машине. Это круто. Мы загрузимся уже не с него, конечно же, чтобы его не мучить с Блюскази. Ну, после того, как восстановим машину, конечно же. Прекрасно. И я думаю, что подцепит он все это трихомудию MS-DOS, точнее, эмулятор 286, и все будет круто. Итак, так как у нас первый Mac, который был с прекрасным эмулятором 286, не включился, точнее включился после добавления батареи, подключения для запуска, для старта, но изображения нет, сигналов никаких звуковых нет, то есть непонятно. Так как у меня в наличии 3 машины, я просто предлагаю сейчас сделать крупноузловую диагностику. То есть я буду брать из машин, из 2 оставшихся машин, также материнские платы или блок питания подкидывать, чтобы быстро понять, в чем проблема, в блоке питания или в самой плате. И дальше уже заниматься непосредственно продиагностируемыми узлами. То есть крупноузловая диагностика. То есть подкидываем потенциально рабочую плату, хотя они все, конечно, еще в более худшем состоянии. Так, ну что, погнали. Где у нас еще одна машинка? Берем. Так, пылесос и сдох. Надо на зарядку ставить. Классная штука. Одно из лучших приобретений за последний год. Так, ну что, ладно, попробую прям в таком виде. Да, кстати, что хотел показать по поводу жесткого диска. Ну да, такие есть. У меня MFM много таких дисков от ES. Ну вот смотрите, стандартный жесткий диск, да? И вот для сравнения тот, который установлен в машинах изначально. На 40 мегабайт. Так, вот у нас еще один экспонат. Ну, выглядит тоже, да-да-да, еще хуже, кстати, выглядит. Ну, что поделать? Так, что предлагаю? Сейчас я пылесосом пройдусь быстренько и попробую включить. Ну, батарейки, естественно, запаяем. Откусим, запаяем батарейку для старта. Подкинем видео. Я специально уже 2 поставил монитора. Ну да, второй, да, не запустится с переходником. Это здесь сейчас просто немножко другую мучил железку. Подкидываем монитор, смотрим. Ну, вообще, то есть на реакцию. Если не запускается, берем 3-ю плату, подкидываем. Если не запускается, пробуем блок питания менять. Ну, я еще померяю, конечно, напряжение все для понимания состояния блока питания. В общем, вот таким вот способом пойдем. Все, сейчас пылесос легко, в принципе, извлекается плата. Так, ну видок, конечно, жутковатый. Но попробуем включить, почему бы нет. Протечек, главное, нету, я не вижу, во всяком случае. Сейчас подпаяем батарею и посмотрим. Во, это хорошо. Изображений тут нифига нет. Это плохо. Хотя бы звуки издал. Понятно, что у нас ошибкой там издал звуки, но выключение не работает. Видео тоже отсутствует. Может же быть комплекс проблем. Как это часто бывает со старыми машинами. Так, ладно. Ее пока тоже откладываем. Переходим к 3-й машинке. Эта машинка повеселей. Это FX в корпусе от Macintosh 2. Прям включаю как есть. Ничего не очищаю. Эта машинка уже 91-го года. Конечно, она более производительная. Во-первых, они учли свои недоработки, и уже идут элементы питания, которые отвечают за запуск машины. Дают 6 вольт на линию дежурки. Уже выполнены для сменных батарей. Для сменных батарей. Так, вот так, наверное, видно будет, да? Вот, видите, да? Вот, 2 батарейки поставил. Что намного, конечно, упрощает жизнь, чем распаянные просто батареи.
Процессор здесь уже стоит 68030, но и с частотой 40 МГц на пошине. Включаем. Видео пошло. Я слышал, как у нас появилась развертка. Да, эта машинка живая. Хорошо. Так, интересно, выключится она или нет? Нет, с кнопки она нет. И так тоже нет. Буду делать полностью всю ревизию, в том числе и все 3 блока питания, конечно же. С разборкой, заменой конденсаторов. Платы все сначала помыл их с мылом просто под проточной водой в душике. Потом было погружение, каждая плата отдельно. Пришлось корзину вынимать из 30-литровой ультразвуковой ванны, потому что не влазила. И то она как бы прям вот чуть-чуть разъемчики торчали, даже без корзины. Настолько они здоровые. По размерам это 400 на 300 миллиметров. Огромные платы. В ультразвуке, потом промывка под проточной водой обычной, потом промывка, используя под давлением, распыляя дистиллированной водой, продувка и сушка. То есть вот у меня такие процедуры всегда проходят. Видеоподсистема на платах не разведена на реализации Macintosh 2, что 2, что FX. Используется отдельная видеокарта. То и подключать RGB, чтобы на RGB и блок питания ATX никуда его не подключишь, потому что нету видео просто сигнала, чтобы его можно было там захватить и обработать на RGB адаптере. Поэтому я не стал заморачиваться TX там цеплять. Подцепим родной блок питания, поставим карту видео. Единственный только нюанс, так как она изначально работает там своя схема подачи видеосигнала на мониторы, работает только с родными мониторами. Но есть одно ухищрение, попробуем через адаптер на VGA опустить, чтобы нам можно было видеозахват сделать. И будет удобнее, чем городить сейчас мониторы отдельно ставить. Неудобно. Так, и надо заняться блоками питания. Начну прямо с первой машины. Датировано 30 неделю 87 года. Производство Aztec, не знаю, как правильно читается. Мощные блоки питания, ну и по размеру видно, что они здоровые. 5 вольт 18 ампер держит. 5 вольт 18, плюс 12 2,5 ампера, минус 12 1 ампер. Из минус 12 делается еще минус 5, но уже непосредственно на плате. Банально через стабилизатор. Так, ну что ж, попробуем разобрать этого монстра. Внутри видно много грязи и много конденсаторов. Все-таки, несмотря на то, что напряжение он выдает нормально, надо, я думаю, их проревизировать как минимум, а в идеале поменять. Просто не знаю, будут ли у меня такие номиналы, я не уверен. Потому что все настолько разнятся. А хранить огромные объемы, мне так уже куча кондеров, тоже смысла нет. Они все-таки выходят из строя. Ну, то есть, чем дольше хранятся, они сохнут, несмотря ни на что. То есть, держать большие объемы, заказывать долго ждать. Короче, поэтому будем исходить из того, что здесь есть. Так, первое, что меня интересует, это рифы. Нужно будет поменять, как минимум, фильтрующие конденсаторы на входных цепях. Мне кажется, надо сразу мыть прям все и сушить. Видок тут не очень. Предохранители огроменные. Такие нестандартные, такие здоровые, длиннющие. Все кондеры приклеены по оксидке к плате, ничего себе. Так, надо добраться до платы. Так, корпус я помыл, он пока сохнет. Надо смазать вентилятор. На 0,4. Слушайте, ну кондеры-то в норме. Кондеры в норме. Так, единственное, что однозначно менять, это риф. Вот этот вот, он уже трещинами пошел. Видно, прям трескается, и он рано или поздно задымит. Блок питания я перебрал, собрал.
Надо проверить и его, и мне надо сейчас настроить стенд. Для того, чтобы настроить стенд, единственная рабочая плата, которая запускалась, это был второй FX. Вот как раз она здесь на столе. Они все отмыты, просто вообще девственное теперь состояние. Так, какие работы мне надо по ней провести перед тем, как ее дальше эксплуатировать? Во-первых, замена конденсаторов обязательно. Я их уже проверил за кадром. У них ESR уже ушел. Так, здесь 18. Вот это нормальный кондер. Это 0,2. Это тоже под замену. В общем, они уже не в параметрах. Ну и конечно же, поверхностного монтажа, всего 2 SMD-шники, тоже под замену обязательно, потому что здесь уже даже подтек. Дорожки я пока еще не смотрел, разъела, не разъела. Посмотрим повнимательнее попозже. А сейчас я посмотрю по наличию, есть ли у меня такие конденсаторы осевые. Я вообще прикупал их. Меняем, подключаем здесь к родному блоку питания, ставим видеокарту родную, потому что видеоподсистемы на плате нет, и мы не сможем никак видео снять, чтобы RGB там захват сделать. Так, 470/16 есть. Да, вот. Видите, осевых немножко я подзатарился. Тоже их найти целая проблема, они дорогущие. Ну, есть, это хорошо. 1000/35. Вот это, по-моему, 1000 как раз. Это 1000/10. Ну, можно поменять на 35, ничего страшного. Здесь он фильтрующий. Ничего не произойдет плохого. Он и по размерам, кстати, более-менее здесь подходящий. Так, далее. 220/16 тоже есть. Ну, прекрасно. Сейчас тогда я все поменяю. Начну с них. Не буду я никакими оловоотсосами пользоваться, чтобы не портить маску. Просто выкусываем кусачками. И выпаиваем штырьки. Меняем конденсаторы. Пробуем включить пока без монитора. Не включается. Что могло пойти не так? Давайте смотреть. Так, а у нас почему-то нету от батареи питания. Почему? Так, вот здесь у нас должно быть 3 вольта на дежурке. 6 вольт точнее. А их нет. Значит, где-то у нас обрыв линии. Получается так. Вот сейчас другую плату подкинем. Так, видео нам пока не нужно. Так, окей. Вот. А здесь вот появляется напряжение. То есть, ну, в общем, проблема... я не вывел. Прошу прощения. Вот смотрите. Я встаю на контакты на землю и на крайний контакт, как раз отвечающий за дежурку. При нажатии на выключатель, кнопку запуска, сюда должно прийти напряжение, ну, примерно там 4 вольта от батареи для запуска блока питания. Если я нажимаю, вот оно, 4,5 пришло. На предыдущей плате при нажатии кнопки этого не происходило. То есть где-то обрыв. Поэтому мы сейчас возвращаемся. Да, сейчас сразу проверим, что здесь это запускается плата. Правда, памяти нет, потому что она, наверное, не запустится. Но попробуем стартануть. Ну да, все правильно. Он будет жаловаться, потому что нету памяти, как минимум. Не стартанет. Так, возвращаемся к предыдущей плате. Так, это работает. Это тоже работает. Значит, где-то обрыв. Так, предлагаю разобрать схему включения-выключения Macintosh 2. Всех модификаций, они все абсолютно одинаковые, за исключением личных элементов, обозначения элементов на схеме, ну и на плате, соответственно. А по функционалу они работают одинаково от Macintosh 2 самой первой редакции до Macintosh FX самой последней редакции. Пройдемся прямо по блокам и разберем. Я буду на примере Mac FX объяснять, как происходит запуск блока питания. Потому что 80% всех неисправностей, наверное, с Macintosh 2 связано именно вот с этим.
То есть не стартует, не запускается, не выключается и так далее. Очень часто. Вот это общая схема. Это будем рассматривать на примере Macintosh 2 FX. Для удобства я разбил схему на несколько блоков. И сейчас мы их разберем все последовательно. Блок ADB – это запуск работы клавиатуры. Это разъем клавиатуры, соответственно, ADB блок. Блок, отвечающий за работу батарей. Блок Clock и PRAM, то есть фактически RTC, Real Clock Time, и PRAM. Блок, отвечающий за запуск машины. И блок, отвечающий за выключение машины. Вот этот блок, отвечающий за выключение. Это, соответственно, за включение. EDB, battery, и батареи, и PRAM и RTC. Начнем с самого простого. Это батарейный фрагмент схемы, отвечающий за работу батарей. Что здесь мы видим? Две батареи BT1, BT2. На схемах они могут по-разному обозначаться, в зависимости от того, какая это машина, FX или просто 2 или X, Macintosh 2. Две батареи соединены последовательно друг с другом, чтобы создать напряжение 6 вольт. Каждая батарея по 3 вольта. Вот эти вот батарейки. Так, повыше приподниму. Три диода, вот этот и вот этот, служат двум целям. Первое — это немного понизить напряжение, для того, чтобы подавать на микросхемы 5 вольт, чтобы укладываться в параметрах максимальной 6-вольтовой запитки микросхем. Дальше мы их увидим. И вторая функция, самая основная, это защита от обратной полярности. То есть, если мы установкой батареи задом наперед устанавливаем. То есть, диод D5 и D6, вот эти вот два, они берут напряжение 6 вольт и понижают примерно до 5,8. 5,9 на первом падении, на втором диоде на 5,8 вольт падение. Ну, может быть, там 5,6, то есть, тут зависит от заряда батареи, и нюансы там, опять же, от диодов тоже может зависеть от характеристик. Если поставить батареи, перепутать и поставить задом наперед, то D5, D6 и D3, D3X и D5, D6, они просто предотвратят попадание отрицательного напряжения на материнскую плату. Конденсатор вот этот вот на 1000 микрофарад, я не понимаю точного назначения, но думаю, что он служит как бы демпфером, буфером. Компенсатор потери напряжения батареи при нажатии кнопки питания. То есть, чтобы не было перепада по питанию, он как бы аккумулирует в себе определенный заряд и держит. Таким образом, эта часть схемы суммирует напряжение двух батарей, вот этих двух, и обеспечит напряжение 3,3 вольта. И также 6 вольт, соответственно. Ну, 5,8. Напряжение 3,3 вольта необходимо для питания микросхемы PRAM и RTC часов, когда компьютер выключен, то есть, чтобы сохранялись настройки. Напряжение 6 вольт предназначено, вот это вот напряжение 5,8 с падением, предназначено для включения блока питания при нажатии любой из кнопок питания компьютера, на корпусе или на клавиатуре. Если вы устраняете неполадки в этой части цепи, убедитесь, что на катоде D6, вот здесь присутствует порядка 6 вольт, и на катоде D3 порядка 3,3 вольт. Если нет, то что-то с дорожками. Возможно, что конденсатор повлиял, или батареи протекшие разъели дорожки, и питание, соответственно, не приходит. Переходим дальше к блоку RTC и PRAM. Real Clock Time и PRAM. В этом блоке эта часть схемы отвечает за питание часов PRAM. На большинстве, возможно, что всех, даже, наверное, скорее всего, которые я видел, компьютеров Mac, которые появились после Mac 2, это единственное, для чего используется одна батарея 3,6 вольта. То есть, которой вы часто видите на платках, как раз для питания чипа, который совмещает в себе RTC, часы реального времени, и PRAM. То есть, ПЗУ, перезаписываемые, сохраняющие настройки, которые мы устанавливаем. То есть, там настройки мышки. То есть, это как бы небольшой, типа, не BIOS, но что-то подобное. Какие-то основные параметры машины в нем хранятся. На катоде D3 здесь у нас 3,3 вольта присутствует. Идущая батареи, которую мы рассмотрели, от двух батарей, которые рассмотрели выше. Резистор как раз, вот этот вот R18, 4,7 кОм, ограничивает ток, который подается на клок и PRAM. Когда компьютер выключен, соответственно, батарея питает этот чип.
Это основное ее, одно из предназначений, второе это запуск компьютера. Диод D2, вот этот, предотвращает попадание напряжения батареи в шину питания 5 вольт, когда у нас запускается блок питания и включается. Когда блок питания включается, когда у нас появляется питание после запуска, диод D3 предотвращает попадание 5 вольт с шины на батареи. Это все-таки не аккумуляторы, это батареи, они просто могут воспламениться в конце концов. Поэтому он отсекает. И в то же время диод D2 не дает попасть напряжению с батареи на шину 5 вольт. Переходим к самому интересному. Это включение питания. Тут схема уже поинтереснее. Итак, что происходит у нас в момент включения питания? Что происходит Какие события происходят для запуска блока питания? На катоде D5, который мы рассмотрели выше, с батареи приходит 5,8 вольт примерно. Это напряжение питает микросхему UG18. UG18 это 74HC132. По сути, это 4 элемента 2И не, служащие для построения двух ходовых RS-триггеров. Отечественный аналог KR1564TL3. 5,8 вольт также идет к эмиттеру транзистора Q3. Вот к этому транзистору. Кроме того, 5,8 вольт напрямую подключен к одному из ходов на каждом из трех элементов 2 и не. То есть, соответственно, вот два элемента и не. И эти 5 вольт, 5,8 вольт приходят на каждый вход. И сюда тоже. На все три. Фактически это означает, что каждый из этих 2 и не элемента действует как инвертор. 0 на втором входе становится единицей на выходе. То есть, если здесь у нас 0 на этом, то есть здесь постоянно у нас единица на первом входе. Если у нас на втором выводе элемента 2 и не появляется 0, то на выходе, вот здесь, у нас становится единица логическая. И также еще 5,8 вольт проходит через резистор R23. Вот этот резистор. Ко второму входу самого левого элемента 2 и не. Это подтягивающий резистор, который по умолчанию удерживает логическую единицу на втором входе элемента 2 и не. Резистор R4 также подключен к этой части цепи, но другой его вывод не подключен. То есть он вот он висит у нас в воздухе здесь на выключателе питания, который расположен на задней стенке компьютера или на клавиатуре. Поэтому он не влияет на цепь, пока не нажимается кнопка. Итак, состояние по умолчанию, когда сетевое питание подключено к БП, но кнопка питания не была нажата. На самый левый элемент 2 и не, вот на этот, на оба приходит 5 вольт. То есть здесь видно, что вот 5 вольт пришло у нас, да, с диода. И вот через резистор R23 на второй вход также приходит единица. Это означает, что если 2 единицы на этом элементе, на выходе у нас будет логический 0. Выход этого первого элемента, 2 и не, попадает на вход двух следующих элементов. Здесь 0. Здесь у нас 1. Потому что 5 вольт у нас идет с батареи. Каждый из этих 2 и не имеет на одном входе 0 и один вход подключенный к батареям 5 вольт. Там логическая единица. Поэтому на выходах этих элементов сохраняется единица. Вот здесь у нас единичка логическая. Поскольку 5 вольт приходит на R34 и далее на базу транзистора, эмиттерный переход Q3 закрыт. Транзистор заперт. Поскольку транзистор заперт, вот этот он закрыт, он не пропускает ток от эмиттера к коллектору. Поскольку транзистор заперт, контакт управления блоком питания 15 на разъеме блока питания, на плате крайний разъем, я вам показывал, что если на него подать напряжение порядка 4 вольт, то блок питания запустится. Вот там пока ничего нет, там на этом разъеме 0. Он висит в неопределенном состоянии. Таким образом, источник питания остается выключенным. При нажатии кнопки вот этой вот, допустим, даже на клавиатуре мы нажимаем вот эту кнопку, да? Именно сейчас начнем с клавиатуры разбирать. При нажатии этой кнопки левая сторона R4 вот здесь приземляется. Мы замыкаем, и вот эта цепь, получается, вот она идет. Идет. Через диод вот так. Замыкается и приходит на землю. Все, она на земле. Это подтягивает один из входов элемента
2,не, второй вывод, вот этот вот, на землю. Соответственно, выход этого элемента из нуля переходит в единицу, в состояние 1. Здесь 5 вольт появляется. И эта единица подается, соответственно, на входы следующих двух элементов. Раз у нас здесь 1, 1, здесь у нас получается 0. 0 у нас приходит на резистор R34. Транзистор открывается. 5 вольт у нас идут на контакт 15 блока питания. Ну, там еще дальше на шину управления. Что говорит, ну, для того, чтобы подтвердить, что машина запускается. Это приводит к запуску блока питания. По сути, выключатель, который расположен на задней стенке, он делает то же самое. Только здесь идет через заряд конденсатора C9. Так, теперь рассмотрим выключение питания. Как происходит выключение питания. Часть схемы, отвечающая за выключение блока питания, организована также на элементах 2,не. И питается от линии 5 вольт источника питания, когда машина уже запустилась. То есть не от батареи, а именно от шины 5-вольтовой. Два самых левых элементов 2 и не, вот эти вот, образуют классический RS-триггер. Верхний вход триггера, установка SET, вот, подключен к микросхеме UE8 к 81 пину. Эта микросхема, фактически это, ну, подобие чипсета. То есть она управляет там прерываниями, многими вещами на плате, специализированный BIS. OSS ASIC. И также подключен этот вывод SET через резистор к 5 вольтам. То есть здесь у нас единица, когда машина запущена. И на UE8, на 81 выходе, когда мы включаем машину, уходит сигнал на Nubus, и операционная система выставляет в выводе 81 UE8 высокий уровень, 5 вольт. Этот сигнал называется Power Off. Прям так и на схеме обозначен. При запуске блока питания C24 вот этот вот заряжается, и на входе сброс R, вот это вот на втором входе триггера Reset устанавливается также единица. Таким образом, во время работы компьютера выход триггера Q, вот этот вот, равен нулю. Выход триггера подключен к следующим двум элементам 2,не, которые действуют как инвертор. Так же, как и в цепи включения питания, о котором говорили выше. Они сдвоены специально, что там, что здесь, в этой схеме, в этом фрагменте схемы, для того, чтобы увеличить ток. То есть 5 вольт поступает на входы обоих этих элементов, и на выходе они тоже сдвоены, ну, для усиления, для подстраховки, для гарантии. Раз здесь у нас 0, здесь у нас 1, здесь 1, а здесь 2 ноля, то здесь у нас 0 на выходах. Соответственно, на R25 тоже 0, соответственно, транзистор Q2 на базе 0 транзистора заперт, выключен. В тот момент, когда вы в системе операционной мышкой выключаете машину через меню, то есть вы говорите выключиться. С клавиатуры, кстати, вторым Macintosh не выключается, это не реализовано. Когда работает уже система. Включается, но не выключается. Когда вы мышкой говорите выключить, то операционная система устанавливает на UE8, на выводе 81, который именуется Power Off, низкий уровень, то есть снимает 5 вольт. Соответственно, на сете у нас 0, и на Q выходе триггера у нас устанавливается единица, 5 вольт. И, соответственно, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь у нас единица, и здесь на выходе вот этих вот инверторов фактически устанавливается единица, то есть 5 вольт появляется на резисторе R25. Эти 5 вольт отпирают транзистор, который садит на землю вывод, который идет на 15-й вывод разъема блока питания, садит его на землю, приземляет. Теперь, если мы обратимся к общей схеме полной, то здесь мы увидим, что когда у нас на землю вот эта цепь просела на Q2, резистор R1 и R35 образуют делитель напряжения. И поэтому напряжение на контакте разъема BP G18, вот этот разъем, вывод 15, который отвечает у нас за запуск блока питания, просаживается до 0,5 вольт. Этого вполне достаточно, чтобы фактически выключить блок питания.
происходит остановка и выключение блока питания. Если нажать кнопку сзади, не через меню, а именно сзади, произойдет то же самое. Почему? Потому что мы вот, если приземляем, то, соответственно, мы также 0 даем на set, на вывод set, на вход триггера. Set также 0. То есть только не программно через UE8, а аппаратно нажимая кнопку на землю. И подтягивается к земле, и тот же самый процесс происходит. И блок питания выключается, потому что на 15 вывод фактически у нас напряжение с 5 вольт падает до 0,5 вольт. Вот и все. Вот такая вот мудреная схема на самом деле. Но теперь я думаю, что вам будет более понятно будет. Весь документ, вот этот вот со схемой запуска, все как расписано подробно, я разместил на сайте retrobyte.ru. Вы можете его найти в меню Help Recap, где я буду публиковать различные описания, помимо схем, там отдельно еще есть библиотеки. В общем, можете на сайте найти. Вот это необходимо понимать и знать для того, что какие процессы происходят, для того, чтобы проще диагностировать неисправности, связанные с процессом запуска и выключения Macintosh 2. Всех абсолютно моделей. Просто чуть-чуть схема концептуально ничем не отличается. То есть только разные наименования, немножко номиналы могут отличаться, хотя даже номиналы не отличаются. А все остальное у них между друг другом все похожи. Так, в общем, смотрите, что я нашел. Так, вот сюда вот надо съездить. Огромная плата, как с ней управляться на столе. Вот здесь вот где-то у нас проблема. И здесь у меня... А вот смотрите, что это. А это, ребята, обрыв называется. Видите, съедено. Сейчас я увеличу побольше. И вы все прекрасно увидите. Вот у нас где обрыв. Вот поэтому у нас наверняка не стартует. После отмывки, то есть какие-то еще, видимо, были окислы, которые проводили, сохраняли такую проводность, и цепь работала. Как только я помыл это все хорошенько в ультразвуке, вот эта проблема и вылезла. То есть она здесь у нас сгнила дорожка, видите, разрыв. Прям под выключатель уходит. Вот и причина. Так, здесь у нас, я надеюсь, есть. Да, здесь есть. А вот здесь уже нет. Ну, понятно. Попробуем сейчас аккуратно восстановить. Подлезть бы, конечно. А лучше даже кинуть проводник от вывода выключателя. Ну, или здесь аккуратненько сейчас сделать восстановление. Нехило так съедено, но это как раз вот конденсатор, который протек. А вот под ним вроде бы все хорошо. Тоже смотрите как. Ну ладно, здесь конденсатор не стоит, но здесь фактически уже тоже отгнило. Ладно, здесь он не используется. Но тоже куда-то уходит, кстати, туда. Блин, вот здесь сейчас мы тоже восстановим. Что-то мне это не нравится. Вот это вот место, смотрите. Здесь пока контакт есть, но он уже очень плохой. А ведь он тоже ведет, возможно, к схеме выключения. Потому что Power Off, он также задействован здесь, в этом процессе. Ну, эта же кнопка его и выключает машину, по сути. Прям запах этой вот окислов, прокисшей тухлой рыбы из-под выключателя. То есть электролит туда затек. И так как там присутствует всегда батареек небольшое напряжение, ток присутствует, то все это приводит к электролизу активному. Так, ребят, нет, появилось, надо греть феном. Аккуратненько сейчас я феном буду греть. Так вот. И попробуем ее сдернуть оттуда. Вот так вот. Отлично. А, она приклеена. Все понятно, почему она так плохо отпаивалась. Видите, она на компаунде. Теперь будет проще восстановлением заняться. Заодно отревизировать другие тоже контактные группы.
Так. Окей. Вот здесь вот повреждения наши. Вот. И хорошо, что я снял кнопкой, потому что, смотрите, даже если бы я сейчас восстановил бы подлез под кнопочку, там зацепился бы, то дальше все равно, смотрите, видите, дальше тоже отсутствует медь. Видите? То есть вот кнопка границы. Вот сюда бы я смог подлезть, подпаяться. Но это бы ничего не дало, потому что дальше также повреждена дорожка, полностью съедена. Видите, что? Какое безобразие. Поэтому мы берем бормашинку маленькую и зачищаем от маски полностью здесь. То есть надо проложить сейчас прям буквально от начала переходного, точнее отверстия под вывод и прям до резистора допаять. Иначе это будет постоянная ерунда. Здесь вот тоже окислившийся мне не нравится. Так, вот здесь вот смотрите. Тоже повреждена дорога. Это все вот из-за этого вот конденсатора паразита. И вот здесь мне не нравится. Смотрите. Тут тоже изъедено. Только я нахваливал, что классные платы, то что толстые медные дороги и, пожалуйста, вот. Кнопку я запаял. Батарейки поставили. Давайте проверим. При нажатии на кнопочку у нас появляются наши 4 вольта, необходимые для запуска блока питания. Ну что ж, давайте попробуем запустить. Пока без... Ну нет, давайте видео поставим сразу. Стартанула машина. Теперь попробуем видео. Да, и даже выключается. Отлично. И включается раньше, если вы вспомните предыдущих фрагментах, когда я проверял все платы, подкидывал, то ни одна из них не выключалась. Они включались все, включая и эту. Просто везло, видимо, там были окислы, и они токопроводящие были. Но они выключались. Теперь она включается-выключается. Это очень хорошо. Не понял, о чем мне вентилятор не работает. Посмотрим, в чем здесь косяк тоже. Так, хочу показать прикол один. Думаю, почему у меня не работает после сборки блока питания светодиод и кулер, который должен сразу запускаться с спуском блока питания. Причем блок питания сам запускается, и все появляется напряжение. Так вот, что значит надо так делать фотографии? Я смотрю на маркировку на плате, когда начал собирать, вроде по длинным все подходит. Фан, разъем фан. Так, попробую сейчас выкрутить. Вот здесь видите, да? Вот надпись. Вот. Фан. Ну, по логике, фан это фан, и вентилятор это и есть. Естественно, я туда и подключил вентилятор. А вот на эту платку подключил светодиод, и у меня ничего не горит. И не включается. Так вот это, оказывается, я потом стал другой разбирать блок питания. Это отложил уже в сторону, думаю, ну не пойму, что за фигня. Смотрю, там такая же ошибка на такой же блок питания, той же ревизии, все то же самое. И маска, точнее, шелкография на плате также фан, но подключен светодиод туда. Я уже сделал фотки, все как бы запечатлел. То есть, вот такие тоже бывают курьезы, ошибки, но я не пойму, что за фигня. И еще хочу показать один тоже лайфхак. Не буду пока дальше закрывать. Если у вас плата с такой проблемой, ну, то есть вы не можете понять, в чем хотите запустить плату, не поймете, в чем дело, почему она не стартует у вас с кнопки питания, можно прикурить, как на машине буквально, и запустить. То есть, каким образом? Необходимо, чтобы на 15-й вывод, вот на этот вот крайний белый, при нажатии кнопки, мы уже разобрались до этого запуска питания,
включения приходят 4 вольта. Для запуска блока питания достаточно и 3 вольт, он запустится. Что можно сделать? Можно просто взять батарейку или 2 батарейки по 1,5 вольта, или одну, вот допустим здесь уже в контейнере, да, и прикурить, то есть стать на землю и подать питание на белый. 3 вольта подать на 15 вывод. Вот сейчас покажу. Батарейки вынимаю. С кнопки сейчас у нас он не стартанет. Включился один раз, потому что был заряд на конденсаторах, хотя батареек не было. И также и выключился. Окей, вот сейчас он уже не включается. Сейчас я повыше подниму. Блин, огромные платы, говорю, уж не помещается ничего. Вот я кнопку нажимаю, а включение не происходит. Что можно сделать? Прикурить. То есть взять и подать 3 вольта на последний вывод. Так, земля. 3 вольта. Бам, он включился. Вентилятор заработал, светодиод горит. Все как положено. Эта плата ок, но с видео надо будет разобраться, что-то придумать, чтобы нам его сделать захват. Я сейчас все-таки... Так, надо крышку накинуть сюда на блок питания. Сейчас я этот собираю, перейду к следующему. Этот я уже пропылесосил. Второй. Такой же. Ну, здесь вообще жесть, тут столько грязи. Тут просто куски грязи, они прям вываливаются, прям бам. Ужас. То есть надо сейчас разбирать его тоже. Вон, посыпались опять куски грязи. Это я уже выбил оттуда. Там он нарост аж весь заросший. Капец. Конечно, пыли они до хрена насосали. Так, все, сейчас я этот собираю, перехожу к следующему. Так, в общем, давайте запустим, попробуем вывести видео. Но видео, у меня пока карты захвата нету под именно этот интерфейс с нужной частотой кадров. И, в общем, короче, мне пришлось подключить маковский монитор для того, чтобы вывести видео с видеокарт Macintosh 2. Давайте, кстати, подцепим не диск, а образ, который я снял. Того огромного диска, который был на машине, посмотрим, что на нем, что за документация. Итак, включаем. У меня стоит Bluescasi. Не видно, правда, нифига, но вот он стоит, вот здесь вот кончик его видно. Вот. И запускаю я машинку. А с другой камеры будет подсъем просто идти с монитора. Гудит, конечно, жестко вентилятор. Так, прогружается. Все есть. Но мерцание у вас, кстати, есть. Я вот что с камерой тут не делал, бесполезно. Ничего не помогает. Так, значит, что мы здесь имеем? Сейчас мышку возьму. Я уже посмотрел, конечно, мельком. Кстати, для MS-DOS тут есть весь софт. Мы будем использовать его для того, чтобы запустить эмуляцию аппаратную 286. Потом попозже посмотрим, что у нас. Конфигурация у нас 6.0.5 система macOS, памяти всего 4 мегабайта на борту. Ну окей, но стартует прям шустро, просто прям в лед. Это не издательство, ребят, я уже посмотрел, думаю, что издательская, может быть, какая-нибудь тема. Нет, этот компьютер был в МГУ. И здесь научная работа, переводы, точнее, на английский. Возможно, кто-то редактурой занимался документацией, которая шла с кафедры. Тут что только нету, от ядерной физики до каких-то космических исследований, документы. Я просто уже посмотрел, говорю. Вот. Всякие полно всячины. В общем, ученые работали с этим компьютером в свое время в МГУ.
И это датировано все. Рэйчел. Тут есть и англоязычные авторы. Также наши статьи, переводы. Переписка, видите, письма. 97 год, 4 июля. Блин, мерцание ужасно. Ну, попробую я убрать, потому что на самом деле их нет. Просто камера не держит частоты. Какие-то бабки. X-Ray, то есть, ну да, то есть какие-то исследования, видите. Синхротрон. В общем, это переписка, видимо, какие-то гранты были или американцы помогали, спонсировали. Разработки какие-то, видно, что перечисления, то есть это переписка о деньгах. Вот. 97 год. Ну, уже скоро 2000. Короче, какие-то товарищи, ученые. Да, молекулярные какие-то. В общем, это какая-то ядерная физика, что-то типа того. Даже не хочу в это лезть. В общем, интересно, да. То есть этот компьютер был где-то в МГУ, так точно, на какой-то кафедре. Что-то связанное с космическими исследованиями, там что-то встречается тоже в документах, или с ядерными исследованиями, что-то в этом роде. Так, шумит жутко, поэтому сейчас выключу. Выключается, все нормально, все у нас работает. В плане железа все отлично, все прекрасно. Да и софта тоже. Так, пока я отключу. Так, с этой платой и блоком питания полностью разобрались. Две видеокарты я проверил, они обе рабочие. Переходим. У меня блоки питания помыты, два. Они должны просто хорошо просохнуть. Я решил прям помыть их. Но так как там есть трансформаторы, надо, чтобы хорошо посохли. А сейчас, как назло, погода противная, дожди, холодно. Буквально там утром 0. Вот. И сегодня у нас 24 апреля. Поэтому надо их потом мне еще отдельно платки посушить. Я поставлю на просушку. Есть у меня еще здоровый стол для распайки. Вот, посушим. И будем их собирать. А пока с этим блоком питания, пока он работает, будем продолжать с другими платами заниматься. Это все. С ней все хорошо. Ее отремонтировали. Переходим к экземпляру номер 2. Это третий был. И иду наоборот, на уменьшение.